Всем привет! Привет всем из Москвы. В общем, так будет. Про работу сегодня поговорим. Меня спрашивали, где искать вакансии, вот все про работу рассказать. Я не знаю, что конкретно вас интересует, да, но я могу сказать просто то, что я думаю, вот то, как я искала работу. Если у вас какие-то вопросы будут, вы, конечно, под видео там оставляйте в комментариях конкретные какие-то вопросики. Я сниму видео, постараюсь все собрать вместе, чтобы вы потом могли еще раз пересмотреть. Так, ну вакансии размещаются на сайте HeadHunter, да, там, наверное, все про это знают. Вот. И на других можете искать сайтах где-то. Ну вот на этом сайте вы можете разместить свою вакансию. Ну, я так делала, я расскажу про себя, потому что вы можете искать где угодно, на любых сервисах, через знакомых, если у вас есть. У нас тут не было никого. Вот. Я поэтому разместила свое резюме на HeadHunter. Я это и размещала и делала во всех городах, куда мы переезжали. Везде искала на этом ресурсе себе вакансию. В общем, когда вы размещаете свое резюме, то вам начинают звонить. Вы можете звонить, откликаться там, да, и вам начинают уже звонить. Вот, поэтому тут уже такой процесс пойдет, когда вы уже отвечаете на звонки, там, да, какие-то собеседования, приезжаете там, вот. Так получилось, что работа у меня, вот этот поиск работы занял, да, в ноябре мы приехали, ноябрь, да, в конце ноября мы приехали, где-то 25 числа, 12-25, да. В общем, в конце ноября мы приехали, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. В апреле я только нашла работу. Через 4 месяца, я 4 месяца искала работу. И 11 апреля я вышла на работу. Ну, да. В общем, у меня так получилось. И денег у нас, естественно, не было на эти 4 месяца, чтобы жить. И нам пришлось продать машину. Поэтому имейте в виду, у вас должны быть какие-то запасы. Потому что здесь снимать квартиру очень дорого. Очень. Вот. Поэтому имейте в виду, чтобы остаться в Москве и не уезжать обратно, нам пришлось продать машину. Вот эти деньги нам помогли. И прям впритык помогли, потому что мне уже надо было выходить на работу, потому что нам нужны были деньги, потому что нам нужно было платить за аренду квартиры. Если вам интересно, сколько стоит вот это и как мы нашли, я тоже могу рассказать вот, про квартиру. Тоже видео не снимала, вообще было не до этого. Простите, тут просто с этой работой, с этим движением, с такой жизнью не хватает времени. Вот. А поговорить с вами хочется, конечно, вам рассказать, потому что если вас что-то интересует, я могу вам помочь, я только рада буду вам об этом рассказать. В общем, имейте в виду, что запасы должны быть. Потому что что же вы сюда приехали и тут же уезжать, если работу не найдете. Я размещала, знаете, как вакансии, я размещала на все. Я смотрела, что есть поблизости, не только по своей специальности, а еще вот, например, там какие-то менеджеры, какие-то вот всяких стоматологических клиниках, там, да, на ресепшене, где-то еще в фитнесах каких-то. Я это все везде размещала и под каждую вакансию делала свое резюме, потому что вы не можете со своим высшим образованием пойти там куда-то продавать ботинки, да, потому что скажут, ну, блин, она придет сейчас, да, на 2 месяца, там, максимум, там, или неделю отработает, найдет нормальную работу и уйдет. Нафига нам это надо, да, нанимать человека. Поэтому, естественно, я делала резюме по те вакансии, которые были близко к дому. Я думала, даже в МФЦ там тоже были, помню, вакансии, у нас МФЦ тут не так далеко, полчаса пешком. Я думала, ну, пока хотя бы там, чтобы за квартиру заплатить. В общем, имейте в виду, простите, что так много, но это моя история, поэтому я говорю только про себя. Вы, может быть, найдете работу быстро, даже, может, найдете работу из другого города, приедете сюда. Вот, потому что несколько лет назад, кстати, когда я работала с московскими организациями, они говорили, что в Москве мне бы платили, не скажу сколько, но очень много. 4 раза больше, чем они платили мне там. То есть, если, ну, хотели, чтобы я приехала, но я не хотела ужасно. Просто, пришлось нам приехать все-таки сюда. Вот, и искать работу. Так что первое, это размещайте свои вакансии, отвечайте, ходите на собеседование. И самое главное, когда вы делаете свое резюме, там размещаете, обязательно фотографию прикладывайте. Но не такую, что прям где-то вы там отдыхаете или что-то в каком-то неприглядном виде. Нет. Старайтесь, вообще сделайте фотосессию хоть раз, ходите, да, и вот эти фотографии вам будут на всю жизнь. Где вы там в рубашке или в костюме, там, или там что-то такое вот
а, чтобы выглядеть представительно. Если вы на фотографии не где-то там на улице под листиками стоите, или там лежите, или сидите там, или отдыхаете с друзьями, да, это не пойдет. Вот, если вы в таком представительном виде, в адеквате, да, то это вам только в плюс, и вас будут рассматривать. Поэтому без фотографий, знаете, не очень-то отвечает на ваше резюме. Не будете пользоваться популярностью, будете долго висеть, там вам не будут звонить. То есть откликаются быстрее, скорее, если у вас есть хорошие фотографии, где вас видно, где вы там вот в рубашке, например, да, просто вот стоите, ну, как бы там где-то на фоне, да, на какого-то там стены или здания, ну, что-то такое, вы знаете, ну, по-деловому. То есть все отбросили, работа, только работа. Если вы ищете работу, то все должно быть направлено на работу. Четко, ясно и понятно, что вы серьезный человек, серьезно настроенный, вы подготовлены. Вот, поэтому имейте в виду, это очень важно, вот, чтобы не затянулось у вас надолго вот эти поиски. Так, ну вот вакансию вы разместили, да, работу вы нашли, и вам нужно будет прийти на собеседование. Но там уже вы сами решаете. У меня, знаете, у меня дорога на работу занимает 2 часа туда и 2 часа обратно. Это очень много, потому что вам нужно очень рано вставать, идти, ехать, все это время на ногах, 2 часа, представьте. Смотря еще какая работа туда, куда вы едете, потому что если на той работе, на вашей основной, вы тоже на ногах, то это просто, ну, очень просто будут ноги болеть. И без этого-то ноги будут болеть 2 часа туда, 2 часа обратно, представьте, какая нагрузка на ноги. Поэтому имейте в виду, это очень тяжело добираться здесь до работы так далеко. Конечно, поблизости можно поискать, но нет работы, вот где жилье более-менее, вы можете снять это где-нибудь там за кадром, да, или где-то далеко, вся работа в центре. То есть вам все равно придется ехать в центр с пересадками, с 2, с 3, там, пешком еще идти. Поэтому расстояние, конечно, очень важно. Вот. Так, ну, я не знаю, что еще рассказать. У меня пока только вот дорога, вакансии я вам рассказала, где искать. Можете по знакомым, конечно. У нас тут никого нет. У нас много где никого нет. Мы сами по себе. Вот. Так что, если какие-то вопросы, пишите, я обязательно вам расскажу. И, наверное, надо снять видео про квартиру. Сейчас сниму. Какие вопросы у вас еще есть про работу? Спрашивайте, потому что я не знаю, что еще сказать, потому что у меня это уже прошло, когда я искала, я уже сейчас на работе. Но знаете, еще когда вы придете на собеседование, подготовьте, пожалуйста, свои вопросы на листочке, желательно напишите, просто чтобы они были, это для вас, это не надо его никому показывать, ничего, это для вас, чтобы вы помнили, придерживались вот этого вот, то, что вам важно. Например, напишите, белая ли зарплата, вся ли она идет вам на карту, там, да, как-то вот, или там частями белое-черное, вовремя ли выплачивается, есть ли задержки после работы, оплачивается ли переработка, есть ли командировки. То есть все, что связано с вашей работой, все, что вас волнует, вы это себе запишите, потому что когда вы будете перед собеседованием, перед тем, как зайти, можете это глянуть, чтобы держать в голове, да, чтобы вот тут вот было у вас, чтобы не забыть. Потому что когда вы будете на собеседовании, вам будут задавать вопросы там, да, и вы можете просто забыть, растеряться как-то, вот знаете, уйти в другое мыслями, да, вы там другое что-то обсуждаете, и вы все, ну все, да, вроде как все выяснили, вопросов нет, ну вроде бы нормально все, вроде поговорили, да, а вы какие-то свои вопросы можете забыть, вы обязательно задавайте свои вопросы, вот эти, которые вам важны, потому что если вы не скажете на собеседовании, не спросите, белая ли зарплата, задерживается ли, про переработки, про командировки, про много-много другое, что вас интересует, если вы не спросите, вам не скажут вообще, просто не скажут. Вот. Это не в их интересах. Так что так. Ребят, думаю, зачем делать новое видео про поиск жилья, как мы искали, если можно это все сказать в 2 словах, потому что там ничего особенного нет. Мы жилье ищем обычно на Яндекс.Недвижимость и на Циане. По-моему, мы на Циане нашли недвижимость. Вот. Ну, просто ищем по объявлениям, смотрим, где это расположено.
договариваемся, ну, начинаем звонить и прозванивать, да, чтобы встретиться как можно быстрее, и все. Квартира уходит очень быстро, просто момент объявления, оно сегодня дали, или там вчера дали вечером, сегодня утром уже забирают. Ну, то есть очень быстро уходит. Вообще любое жилье, особенно если цена более-менее нормальная, адекватная. Вот, поэтому тут уже вы сами будете смотреть и выбирать, что вы найдете, где вы найдете, за какую цену, что вам надо вообще, какая площадь и какие удобства, где располагается. Поэтому тут уже на вкус и цвет, как говорится, и на ваши деньги, на ваши возможности. Поэтому вот здесь ничего особенного. Звонили, искали. Вот. Так что желаю вам удачи, и пусть у вас все будет хорошо, у вас все получится. И все, двигайтесь к своей цели, все у вас получится, это точно. Ну все, спасибо, что посмотрели, целую, обнимаю вас, и, в общем, увидимся в следующем видео. Пишите, я вам еще расскажу, если я это знаю.